Bluetooth наушники открытого типа для занятий спортом с удобством и безопасностью. Автономность работы до 46 часов вместе с боксом, Bluetooth чипом версии 5.2, 4 микрофона с шумоподавлением CVC 8.0, управление с помощью двух многофункциональных механических кнопок, водонепроницаемость класса IPX5, технология Tune Bass для увеличения низких частот. И это только малая часть того, что нам заявляет сам производитель в рекламе к наушникам под названием One Audio Open Rock Pro. Интересно выглядит, правда? Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в интересно оформленной упаковке из плотного картона. Упаковка мне пришла целая. На упаковке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Пакинг по мне отличный. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Все как у всех. Весит один наушник 13,2 грамма, а бокс без наушников 65,5 грамма. Габариты бокса относительно компактные, 77 на 60 на 42 мм. Наушники по самым объемным частям 60 на 13 мм, а размеры основного блока 38 на 14 на 13 мм. Сеточки установлены металлические, их размеры вы можете наблюдать на экране. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео в конце месяца на лайв-канале приходите. Помимо этого, Honor Magic 5 Ultimate смартфон разыгрывается, условия в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели! Данная модель позиционируется как наушники для спорта. В продаже имеется две расцветки, это черная и серебристая. Бокс изготовлен из матового пластика, качество материалов и сборки неплохое, но бокс скользкий. Дизайн бокса интересный, ко всему плюс за такой форм-фактор, так как бокс компактный и много места не занимает. Конечно, в кармане джинс он мешаться будет, но в целом неплохо. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C, надпись Open Rock, LED-индикатор состояния заряда аккумулятора бокса и кнопку для сброса настроек и вход в режим сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно, крышка не фиксируется в открытом состоянии, за что минус. При изъятии наушников крышка особо не мешается. Шарнир металлический, люфт у крышки есть, но только в открытом положении. Магниты, удерживающие наушники в боксе, неплохие, чтобы вытряхнуть их из открытого бокса необходимо приложить немного усилий. Внутри бокс оформлен хорошо, есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, маркировка left и right. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из матового пластика с гибкой резиновой вставкой. Качество материалов хорошее, сборка неплохая. Дизайн данной пары стильный, выглядят они интересно. Конструкция наушников с открытой посадкой. Отдельный плюс за то, что One Audio Open Rock Pro универсальные по посадке. Конечно же, кому-то они могут и не подойти, но большинству, я уверен, что сядут отлично. Регулировать размер возможность есть, но не сказал бы, что размер хорошо фиксируется. У меня они сели не прям уверенно, но наушники не доставляют дискомфорта и во время пробежки не слетают, что уже хорошо. Звук полноценно не изолирован, так что мимо проходящие люди будут слышать музыку, которая играет у вас в наушниках. Далее на корпусе расположили контакты для зарядки, маркировку left и right, LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки не мигают, 4 микрофона с шумоподавлением, надпись Open Rock и по одной многофункциональной механической кнопке на каждом наушнике для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, переключение между двумя вызовами, вызов голосового помощника, включение-выключение микрофона, регулировка громкости, управление удобное, команды интуитивно понятные. На нажатие наушники откликаются шустро. Команды не сопровождаются системными звуками и переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 16,2 мм. Используется технология Tube Bass для увеличения низких частот, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Заряд наушников в шторке в смартфоне отображается. По одному работают, но при подключении с небольшой задержкой и системным сигналом включения наушника. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Фирменной анимации при подключении нет, как и мультипоинта нет и нет датчиков автопаузы. К нашему сожалению, вот их могли бы и завести. Полный цикл зарядки наушников и бокса занимает в среднем 1 час 46 минут, а наушников около 1 часа. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно за эти деньги. Саморазряд у бокса я не обнаружил. Отыграла данная пара на 80% громкости по коду QAPTX 14 часов 35 минут, что нереально круто. С боксом, по заявлению производителя, они могут прослужить до 46 часов, почти двое суток. Но это время было рассчитано в лабораторных условиях на 70% громкости и по кодеку AAC. Быстрая зарядка на борту, и за 5 минут подзарядки они дают вам потом около часа прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость класса IPX5, я окунул их
их на 30 секунд в воду, что однозначно не советую вам делать. В моем случае они выжили, но интересно, что будет с ними через месяц или даже через 1 неделю. Далее, данная пара не имеет поддержки фирменного приложения, к сожалению. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту. Не только AC/SBC, а как вы уже поняли, и кодек aptX. Через 2 стены наушники не отваливались, задержка на YouTube незаметна. В играх дела обстоят слегка хуже, и играть не совсем комфортно, но возможно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Team. Enemy down. Expired. Clear. Микрофоны с шумоподавлением CVC в версии 8.0 отрабатывают не совсем плохо, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Посторонние шумы глушатся неплохо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов довольно странных беспроводных наушников One Audio Open Rock Pro. И что я могу о них сказать, что микрофоны не самые мрачные, что я встречал, но однозначно не на свою стоимость. Но это неудивительно, учитывая форм-фактор. Если говорить о остальных каких-то аспектах данных наушников, они, конечно, не для всех. Их, разумеется, нужно примерять, и обязательно подобное нужно слушать перед тем, как покупать. Вот так примерно будут работать их микрофоны. Звучание является основным плюсом, так как, учитывая форм-фактор наушников, звучание имеет хорошую детальность и глубину. Запаса громкости достаточно, низкие частоты есть, бас звучит приятно, середина достаточно проработана, высокие звучат отчетливо. Каши я не обнаружил даже на максимальной громкости. Для современной музыки не только данная пара хороший выбор, я приятно удивлен, как хорошо производитель поработал над звучанием. К слову, они чем-то напоминают наушники QCY Cross Sky GTR, которые недавно я обозревал. Но у OpenRock звучание более чистое, хотя и ценник чуть-чуть выше. Минусы: нет датчиков автопаузы, нет мультипоинта, нет поддержки приложения, а также высокая цена, как по мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Во время распродажи, наверное, брать смысл есть, без распродажи я бы подумал. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел этот ролик, поставил лайк, оставил комментарий, еще и колокольчик поставил, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, беспроводные наушники One Audio Open Rock Pro подойдут для занятия спортом, но однозначно их необходимо примерить перед покупкой. И лично я бы приобрел за подобную стоимость какие-нибудь вакуумные наушники с режимом прозрачности и большим функционалом, или вкладыши с силиконовыми накладками для более плотной и надежной посадки. Плюсом у данной модели, конечно, достаточно, поэтому от меня, в принципе, девайсу в таком форм-факторе да. Еще раз спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.